Надежда Краснова. Вячеслав, вопрос к вам. Видела, как художник подмешивал в краски на палитре песок. Не поняла, зачем. Я думаю, Надежда, по принципу, как я раньше делал, когда в Строгановке учился, я подмешивал кашу. Ну, такую геркулесовую, пшенную, какие-то еще манную. И делал такие фактурные холмики, овраги на холсте, и по ним писал. Такие. В Литву я тогда ездил, и там продавал, кстати, работы вот с этими вот, с кашей. То есть это создание фактуры, как горельеф в скульптуре. Думаю, только это. Кисточки стираются в лед об этот песок, и об кашу тоже. Сейчас есть различные наполнители, которые создают специальную фактуру, но, может, этот человек, у него свои наполнители, песчаные такие, да, булыжник. Ну, а потом мраморную крошку добавляют в краски. Конечно, вы знаете об этом. Можно ее просто отдельно вместо песка использовать и делать фактуру. Екатерина Жиганова. Скажите, пожалуйста, будет ли у вас пленэр в Санкт-Петербурге? Очень хочется присоединиться. Ну вот пока что, наверное, нет. Не планирую. Может быть, на следующий год. Вы пока присоединяйтесь, ну, поближе Плес, например. Приезжайте в Плес, там будет скоро мастер-класс. С 9 по 13 апреля. И там поработаем. Приезжают со всей России. Там поработаем на Волге. Левитан писал. Очень значимо там, ну, пописать. Распорядок моих классов выложен на сайте. Заходите, присоединяйтесь к живым классам. Это всегда просто супер замечательно. Ну, прорывы такие происходят у всех. С 1 мая по 5 мая будет класс на озере Гарда. Будут новые и очень интересные локации. Приезжайте. С 7 по 11 мая я жду вас в Риме. Мы будем рисовать водными красками. Я буду писать акварелью, темперой. Это будет незабываемый класс. Ну, лучший город на Земле. Записаться на все мои классы можно на сайте, либо присылайте мне письмо в WhatsApp, либо на почту, куда хотите, в соцсети, в Telegram. Интересное сообщение, реплику прислала Кира. Конечно, это нафталин, но это на тему прошлого видео, пару дней назад. Нафталин, классической живописи, по-моему, назывался ролик. Простой тест. В каком-нибудь современном общественном месте, торгово-развлекательный центр, идеальный пример, у блестящих перил, атриума, рядом с эскалаторами, расположить 15 треног с картинами. Классика в рамах будет смотреться дырками во времени, полностью выбивающимися из окружающей действительности. Да, конечно, можно сказать, а не пошла бы эта действительность подальше, только это, по сути, побег от действительности. Наше время прекрасно, как и любое другое. Искусство актуально и ценно, когда оно зеркалит свое время. Интересно, а Репин, например, когда писал картину «Иди за мной, сатано», ну, об искушении Христа, он какое время зеркалил? Между Христом и написанием картины прошло пару тысяч лет, наверное. Сейчас в тренде аккуратность, четкость контраста и яркости. Мне очень нравится классика и импрессионизм, только не имеет ни малейшего значения, что мне или вам нравится. Согласен? Есть его величество время и больше ничего. Левитан был хорош в свое время, Ван Гог, Пикассо в свое. Сейчас другое время, совершенно чуждое импрессионизму и тем паче классической живописи. Из-за этого современные реально крутые мастера, никому неизвестные, никогда не станут известны. Причина проста. Некому их обсуждать, критиковать и хвалить. Они интересны только горстке ценителей. Да это всегда так было. Горстки. Но какой? Так, бесконечно далекой по численности от прежних времен. Еще проще. Искусство интересно, когда оно удивляет, а также человеку нужен человек, а не березки, отражения и облачка. Время классики прошло, где-то рядом и время импрессионизма,
Но он по духу своему вибрирует и изменяется, то есть еще может приспособиться. При этом наша отечественная школа мастерства, пожалуй, самая крутая на планете, вряд ли с этим кто-то будет спорить. Замечательная тема, спасибо большое, Кира, для размышления. Дырка во времени. А физики говорят, некоторые, что вообще времени не существует. Одна моя знакомая, ясновидящая, она говорила замечательные слова, не знаю, кому эти принадлежат слова, но она из своего опыта. Она говорила так, что в каждой точке пространства есть информация о любом объекте во Вселенной. «Битву экстрасенсов», наверное, смотрите по телевизору. Так вот, там тоже фантомы из прошлого, умершие давно люди, через вот этих вот экстрасенсов раз передают что-то, слова какие-то, поддержки. Где тут время? Со временем сложно. Эта тема большая. Ну и любовь, наверное, это такая штука, такая нечто, которая излучает одинаковую частоту во все времена, вне времени, как бы, да? Ну, давайте представим, Кира, вы любите человека, и случилась разлука, ну, мало ли, я не знаю, ГУЛАГ посадили или просто без вести пропал, ну, просто разлука, вот нет человека, вы его любите. И вдруг в какой-то момент вы встречаете его, вот он появился. Будет ли, вопрос вам, иметь для вас значение, какое окружение, атриум или, я не знаю, рынок? Вот вы видите его глаза и больше ничего, все. В 2007 году Джошуа Белл, известнейший, знаменитый музыкант, скрипач, играл 45 минут в метро в Америке, в Вашингтоне, по-моему. Играл он Баха на скрипке Страдивари стоимостью в $3,5 миллиона. 45 минут. Люди проходили мимо. Вы думаете, хоть кто-нибудь остановился хотя бы на мгновение послушать, прислушаться, просто побыть рядом? А играл такой великий музыкант. Вы правы абсолютно. Людям до лампады все, кроме вот этого линейного пути, которым они идут. Вы правы. Нет тех, кому это надо, кто будет вообще это обсуждать. Горстка людей. Замечательно. Но пусть эта горстка, она же есть. И потом, 100 раз я говорил о том, что художник пишет для себя. Он просто не может не писать. Он ищет такой способ выражения себя, который ему вот наиболее интересен в данный момент. Этот способ меняется. Но самое отвратительное происходит тогда, когда ты в угоду публике, чтобы она обратила внимание, начинаешь подстраиваться под ее вкусы. Тебе не хочется так, а ты вот отражаешь это время, вот как тебе не хочется. Это самое неприятное. Ты в этот момент становишься рабом. И мастерство исчезает. Тот музыкант был узнан одной женщиной. Одной из тысяч проходивших мимо. Так что эта горстка людей, одна женщина все-таки нашлась в толпе. И, может быть, ради этого, ради одного человека, который на той же волне вибрирует, что и ты, художник, этого достаточно, чтобы писать так, как ты чувствуешь. Вот каждый из нас как чувствует, так и надо писать. Может, я в чем-то не прав, друзья? Напишите, тема-то интересная. Жорж, пожалуйста, есть ли какие-то конструктивные, отличительные особенности при рисовании взрослого человека и ребенка 6 лет? У меня внуку 7-й год от роду, и когда я его рисую, то у меня выходит на портрете 20-летний парень. Чувствую, что-то не так конструирую, а что не могу понять. Ну, посмотрите детский череп. Посмотрите, какая нижняя часть, она еще челюсть не развита, и вот эти расстояния очень маленькие, лоб большой, щечки. Ну, вот просто я сравниваю, и все. Я вижу конструктивные различия ребенка и взрослого человека. Просто рядом внука
посадите маму, бабушку, и посмотрите на вот эти, на разницу, ну, строения черепа, и все будет ясно. В Гурзуфе холодает, завтра обещают плюс 6, 5. Непогода продержится каких-нибудь там 4-5 дней. Дальше должно быть нормально. Я очень люблю писать весной. Цветение быстро проходит, ветер тут моментально налетает, и, к сожалению, листочки цветов цветения облетают очень быстро. Нужно всегда ловить этот момент, поэтому приезжать сюда, если то, с запасом. Я был здесь на Чеховке вчера и написал работу, докончил работу, которая у меня стояла год. То есть я начал ее весной прошлого года, мне казалось, что все в порядке. Мы тогда еще встретились с Бато, как бы не договариваясь здесь же на Чеховке. И известная всем неудовлетворенность все-таки породила во мне энергию, чтобы прийти с этой работы сюда, 60/80, поставить и ее прописать. Она сильно изменилась, потому что я изменился, потому что я по-другому чувствую, видение и понимание утончаются, и живопись изменяется, она становится другой. И то, что я написал, я примерно час писал, и материал я уже выложил на Бусти, это мой новый канал. Приглашаю в гости, я каждый день работаю и что-то выкладываю. Там наброски. Вчера ездил в Ялту, выложил наброски, порисовал с удовольствием после тренировки. На набережной шахматистов сделал наброски шахматистов акварелью. И такие вот я назвал следующую акварель «Отшельники». Ну, бомжи ж не назовешь, а отшельники вроде бы так близко. Ну, в общем, такие люди свободные, они сидели на скамеечке, я напротив них, и рисовал спокойно совершенно. Ну так вот, все материалы, над которыми я работаю, и это тоже я планирую выложить на Бусти, с тем, чтобы вы видели, как создается то или иное произведение, как идет работа над эскизами, набросками. Ну, в общем, вся моя кухня, мастерская. Вы давно говорите о том, что как-то надо меня поддерживать. Вот там это то место как раз, где можно меня поддерживать. И вопросы, которые вы именно там будете задавать, не останутся без ответа. Я буду на них в первую очередь отвечать. Светлана Зворыкина. Какая красота, как ты оформляешь акварельные работы? Участвуют ли они в выставках? Недавно была выставка в Москве, и там участвовало моих 12 работ, даже больше. И в том числе акварельные. Я не очень заморачиваюсь с оформлением, покупаю рамы для графики с паспорту, и все, и в них вставляю. Мне понравилось как-то на какой-то выставке у Бато спросили, ну кто-то так посетовал, что-то такие рамы у тебя какие-то облезлые, такие все некрасивые, никто не купит. И он ответил гениально: кому надо, купят с такими рамами. А мне нравятся его рамы. Я сам тоже облезлые люблю. И вот комментарий в Инстаграме относительно работы, которую я написал на Чеховке. Ландышева Елена: зачем такой громоздкий кипарис? Я не боюсь экспериментов, Елена. Мне нравится конструировать композицию, невзирая ни на какие громоздкости, легкости. Почему бы нет, Елена? Если это меня не раздражает, а наоборот вносит какую-то вот искру удивления, что громоздкий такой вверху, да? Это видение, это решение, мое решение того, что я вижу. Такое сочинение, такая музыка. Я запустил курс «Детский портрет», акционная цена на него сегодня заканчивается. Меня попросили еще на 1 день продлить, и сегодня до ночи можно его приобрести. Друзья, не забывайте делать свою работу. Отмечайтесь в журнале, а то декан не пустит на следующие занятия. Ну, пока.